Привет! Сегодня у меня для вас видео на тему стайлинга вещей. И тема очень обширная, интересная, сложная. И на моем канале есть несколько видео, посвященных этой теме о сочетании вещей. Я ссылки оставлю в описании, обязательно проверяйте. Ну а сегодня я хотела бы с вами поговорить именно о том, зачем вообще нужен стайлинг, что это такое и как можно двигаться. Надеюсь, это видео вам понравится и принесет пользу. И, конечно же, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал, потому что я верю в то, что стиль важнее моды, и стилю можно и нужно учиться. И единственное, я рекомендую вам смотреть мой канал в комплексе, поэтому проверяйте предыдущие видео и попробуйте их именно послушать и вникнуть, потому что стиль – это осознанный подход. Что такое стайлинг вещей? Почему одни образы выглядят стильно, а другие нет? Почему какие-то образы, которые вы делаете из своих вещей, вам нравятся, а какие-то вызывают вопросы? Вы на себя смотрите в зеркало и понимаете, что что-то не так, но не можете объяснить, что и как это изменить. Почему, например, на улице мы сразу замечаем, да, вот этот образ стильный, а какие-то комбинации сразу же у нас вызывают вопросы, и мы думаем, ой, что-то здесь не то, что-то неправильно. И как раз стайлинг вещей – это умение комбинировать свои вещи максимально гармонично. Звучит вроде бы просто, но на самом деле целое сложное искусство. Совершенно не просто так работа стилиста начинается именно с разбора гардероба, потому что сразу же появляется визуальное поле, сразу понятно, каких вещей не хватает, какие вещи нужно заменить по тем или иным причинам. И сразу понятна цветовая гамма ваших вещей. И эти все нюансы, моменты обязательно нужно учитывать. И разбор гардероба позволяет создать шопинг-лист и добавить максимально органично новые вещи, чтобы связать старые, чтобы у вас действительно произошла в гардеробе гармония. То есть разбор гардероба – это первый шаг к гармоничным образом на каждый день и, в принципе, к созданию именно гармоничного, работающего, современного гардероба. Я, кстати, в закрытой группе делала отдельный пост о том, как научиться анализировать свой гардероб, как научиться самостоятельно его разбирать, как лучше раскладывать вещи. И если вы хотите присоединиться в закрытое сообщество, я буду очень рада. У нас там сложилась очень добрая, дружественная атмосфера, поэтому буду очень рада видеть вас среди участников закрытой группы. Ссылку, как вступить в закрытую группу и более подробное описание бонусов оставлю внизу в описании к этому видео. И когда у вас разобран гардероб, есть современные вещи и базовые вещи, вот здесь начинается самое интересное. Как же все эти вещи замиксовать таким образом, чтобы ваши образы на каждый день не получались слишком стандартными, слишком базовыми? Потому что кто бы что ни говорил, стильный человек – это всегда продуманный образ. Это не просто одежда, которая закрывает ваше тело. Это всегда образ со смыслом. И здесь основная суть, основной ключ в том, чтобы добиться баланса между всеми вещами, которые будут в вашем образе. Если это осенне-зимний образ, и у нас больше вещей используется, то есть есть, например, и шапка, и шарф, и перчатки, верхняя одежда, одежда вверх, одежда низ, сумка, обувь. То есть здесь нужно именно добиваться баланса и учитывать все элементы, которые будут на вас. Ну и в более простых образах, например, весенне-летних, когда у нас участвует верх, низ или, например, только один элемент платья, все равно есть обувь, есть маникюр, есть в некоторых образах педикюр. И здесь, конечно,
конечно, нужно стремиться и учиться к тому, чтобы все гармонизировать в вашем образе. И, внимание, 3 основных аспекта, на которых, собственно, и держится гармоничный образ и вот тот самый баланс. Первый и основной момент – это добиться цветовой гармонии между всеми вещами в вашем образе. То есть сделать так, чтобы цвета ваших вещей друг с другом дружили и друг друга дополняли. И на самом деле, когда вы собираетесь утром, поэтому и возникает масса вопросов, и очень немногие, в принципе, задумываются о том, что нужно вещи гармонизировать с точки зрения цвета. А когда вы понимаете, что с чем именно лучше подходит, что с чем лучше сочетается, то есть если у меня верх такой, низ такой, то какая верхняя одежда будет смотреться максимально эффектно по цвету, вот тогда образы начинают действительно получаться, и тогда все утренние сборы происходят мгновенно. И как раз таки в моем курсе я делаю именно на этом очень большой акцент. Я делюсь с вами именно профессиональными знаниями с точки зрения, как гармонизировать вещи в плане цвета в своем образе. И это конкретная методика, то есть не какое-то внутреннее чутье, которое невозможно описать словами. Это как таблица умножения. И я опираюсь на современные знания, то есть не использую технику цветотипов. И, в принципе, школы и стилисты, которые до сих пор используют такую старомодную технику, опираются на цветотипы в своих учебных программах, вызывают у меня, конечно, очень много вопросов, потому что в современном мире так никто не одевается. Использовать в своем образе многоцветие, максимум один яркий цвет, то есть все остальное выглядит абсолютно несовременно, и это, конечно, просто цветные картинки, просто набор вещей, который хорош только в одной комбинации. И когда ты открываешь Инстаграм и видишь каждый образ разный, огромное количество вещей, сплошное потребление, вещи друг с другом не сочетаются за пределами одного комплекта, то, конечно, такие стилисты у меня вызывают массу вопросов. И в моем курсе вы научитесь как раз-таки сочетать те вещи, которые у вас есть в гардеробе, без какого-то излишнего потребления. То есть если добавите несколько новых вещей, то они будут максимально эффектными, максимально логично встроиться в ваш гардероб. И после курса вы поймете именно закономерности, почему мы двигаемся именно так. И это самый распространенный комментарий, который мне оставляют. То есть курс простой, доступный, понятный, и все в буквальном смысле после курса раскладывается по полочкам. То есть проблем с сочетаниями утром больше нет. И я сделала курс специально для вас, потому что очень хочу, чтобы эти знания появились у каждой современной женщины. Они вам помогут быть стильной, уверенной, красивой каждый день. Второе – это гармония форм, потому что без баланса между силуэтами одежды, которая будет на вас, конечно же, никуда. И вы все прекрасно знаете золотое правило, и вы знаете мою позицию по поводу силуэта, я не буду повторяться. Единственное, все равно в образах такое встречается, что несмотря на то, что знаете теорию, не всегда ее удается учитывать. Приведу пример. Допустим, в образе в нижней части тела широкие брюки или джинсы, а в верхней части тела пальто. И здесь, чтобы уравновесить достаточно объемный широкий низ, я бы выбрала пальто именно с четким плечевым поясом, а не с покатым. И, на мой взгляд, именно такая комбинация была бы максимально гармоничной и точной в плане сочетания.
Третий момент. Для того, чтобы добиться баланса в образе, нужна гармония между вещами именно с точки зрения дизайна и стиля. Именно поэтому всегда хороши миксы между вещами в стилистике casual и классическими элементами, потому что они друг друга балансируют, они друг друга дополняют. Ну, самый стандартный пример, почему работает образ, это джинсы и пиджак. То есть джинсы casual, пиджак классический, произошел как бы баланс между таким вот обычным повседневным гардеробом и добавить немножко остроты, четкое плечо, немножко классики в образ. Если из более таких трендовых, то это, например, майка и классические широкие брюки, или, например, шлепки плюс классическая сумка. То есть, когда у вас классическая сумка и туфли, лодочки, за исключением делового гардероба или гардероба, где есть очень строгий дресс-код, но вот в повседневной жизни, то есть это слишком очевидно и понятно, тогда ваша одежда должна быть супер casual. Всегда именно по этой причине и хороши миксы между чем-то маскулинным и женственным, миксы между разными материалами, то есть гладкое и, может быть, какое-то более грубое, прозрачность и плотность. Конечно, там целый мир, и тема сочетаний, тема гармоничных комбинаций, она действительно очень обширная, и я обязательно ее продолжу в следующих видео. Плюс, с точки зрения дизайна, помните о том, что не каждая рубашка каждого дизайна подойдет каждой юбке. То есть мы с вами немного говорили о стилистическом ключе вещей, и было бы здорово его пытаться увидеть в магазине, прежде чем купить ту или иную вещь. И, конечно же, стилистика и дизайн вещей тоже это очень важно. То есть не все совсем хорошо смотрится. Бывают вещи, которые смотрятся действительно очень здорово в рамках отдыха на природе, но не в городских условиях и так далее. Кстати, немного как в интерьере. Если, например, у вас квартира в суперсовременном доме, и интерьер квартиры выполнен в деревенском стиле, то есть происходит, конечно, очень большой дисбаланс. Здесь именно идея, опять же, учиться воспринимать себя, свой образ, свой гардероб, свой интерьер в целом, и это действительно достаточно сложное искусство, но один раз начинаешь в него углубляться, изучать, и все больше и больше появляется новых открытий. Я вам, кстати, могу сказать, что и Инстаграм, то есть если вы откроете европейских блогеров, они совсем по-другому ведут Инстаграм, и он продуман, он расставлен очень грамотно с точки зрения баланса и цветовой гармонии, распределения деталей, распределения фигур, там все непросто, и блогеры-миллионники, именно европейские, они, конечно, тоже очень серьезно думают, как сделать красивое визуальное поле, что, собственно, отличается от того, что делают русские блогеры. Поэтому вот такая вот информация на сегодня. И, как видите, гармоничный стайлинг вещей – это тема очень сложная, обширная, интересная. И мы, конечно же, к ней еще вернемся. И здесь очень важно учиться учитывать именно все вещи, которые будут на вас, учиться их гармонизировать, подходить со смыслом к своему образу и помнить о трех основных аспектах, то есть добиться гармонии между всеми вещами с точки зрения
цвета, силуэта, дизайна. Спасибо большое за то, что вы провели это время вместе со мной. Обязательно напишите в комментариях, что у вас происходит со стайлингом вещей. Думаете ли вы тщательно над своими образами на каждый день? Долго ли собираетесь утром? Или у вас это быстро происходит? Вызывает ли стайлинг вещей у вас сложности или нет? Мне всегда интересно ваше мнение. Ну и, конечно же, мы с вами увидимся, как обычно, в следующем видео. Я вас обнимаю, желаю супер классного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!